Гибридный ANC до 43 дБ, кристально чистые звонки благодаря микрофонам с технологией шумоподавлением, аудио с высоким разрешением, Bluetooth версии 5.4, к слову, это последний, который сейчас ставят в устройство, 80 часов автономной работы, поддержку фирменного приложения, и обо всем этом, разумеется, и не только можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Halo S30. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. В продаже есть два варианта. Это комплект с микрофоном, который вставляется в разъем на 2,5 мм, а также вариант комплекта без него. Это нужно учитывать при покупке, так как если вам не нужен дополнительный микрофон, то можно смело брать комплект без него. Поставляется данная модель в хорошей упаковке из плотного картона, на ней есть изображение, название и краткие характеристики модели. Плюс за то, что наушники внутри в упаковке зафиксированы не в пластике, а в бумажную форму. Это в конце концов эстетически приятнее. Упаковано все неплохо, в комплекте мы имеем сами наушники, краткое руководство, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, кабель мини-джек на мини-джек длиной в 1,2 метра и, разумеется, микрофон. Минус за то, что нет никакого мешка для транспортировки. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro в ближайшие 3 месяца, потом какие-нибудь другие смарты буду разыгрывать. В прикрепе мой телеграм-канал с скидками, на который надо подписаться, и в комментарии к любому из обзоров оставить свое имя в ТГ через пробел или на своем канале его указать. За все комментарии заранее огромное спасибо, не забудьте подписаться на ТГ взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Переходим к обзору. Тип наушников полноразмерный, опять же не для всех, но для большинства. Поставляется данная модель в бежевой и черной расцветке, у меня на обзоре была модель S35. Так вот, по дизайну эти две модели очень схожи. Корпус наушников выполнен из матового прочного пластика, собрана модель неплохо, но вот, конечно же, подвижные части имеют люфт. О водонепроницаемости наушников информации я не обнаружил, так что не советую прогуливаться под дождиком вместе с наушниками. Наушники имеют складную конструкцию, это удобно, но крепление вместе сгиба пластиковое, а вот дуга, которая находится в оголовье, металлическая. Далее оголовье мягкое, но область со вставкой узковатая, как по мне. Чашки поворачиваются приблизительно на 120 и 30 градусов в разных плоскостях, что стандартно для многих полноразмерных наушников. Хочу отметить, что амбушюры очень мягкие, ко всему они имеют эффект памяти. Снять и заменить амбушюры возможность есть. Далее посадка S30 в целом комфортная, сила зажима умеренная, с головы просто так наушники не слетают. Но вот во время пробежки необходимо их поправлять. Механизм регулировки размера 10-ступенчатый, размер фиксируется хорошо. В случае, если использовать наушники вместе с очками, то сильного дискомфорта я не обнаружил, как, к слову, и при длительном прослушивании музыки. Пассивная шумоизоляция хорошая, уши у меня лично не потели, но думаю, в жару проблемы все-таки возникнут, притом у многих. На шее носить наушники можно без проблем и чашки не мешаются. Далее, на корпусе расположили краткую информацию с характеристиками микрофона, LED-индикаторы, маркировку Left-Right, внутри амбушюра, а на чашках расположили надпись Hey. Левая чашка без каких-либо элементов управления и разъемов, на правой чашке расположили разъем на 3,5 мм, разъем на 2,5 мм, разъем Type-C и 3 механические кнопки, такие как урезанная кнопка регулировки громкости, кнопка ANC и многофункциональная кнопка питания. Из команд также есть play-пауза, переключение треков, ответ сброс вызова, вызов голосового ассистента и переключение между режимами активного шумоподавления. Чтобы увеличить громкость, необходимо нажать на кнопку регулировки громкости, а чтобы уменьшить громкость, зажать. Также на правой чашке расположили сенсорную область. Управление реализовано достойно, но кнопки не прорезинены, ко всему различить их на ощупь сложно. На нажатие наушники откликаются моментально, команды сопровождаются системными звуками, удобно, что зажатием включается режим прозрачности, а музыка становится тише, и как только убирается рука с сенсорной области, режим прозрачности выключается, разумеется. Летим дальше. Оснащены наушники стандартно 40-мм драйверами динамическими, есть сертификация HRS Audio, гибридное активное шумоподавление до 43 дБ. Показало оно себя в целом хорошо, не скажу, что ANC отлично справляется в метро или подобных местах, но лично для меня, учитывая пассивную шумоизоляцию, данного ANC за глаза. Функция прозрачности также на борту, и разговаривать с собеседником, не снимая наушники, можно, но, как по мне, реализована данная функция не лучшим образом. Далее, заряд наушников в шторке отображается, автоматически они подключаются к ранее сопряженному устройству после включения. Датчиков автоматической паузы нет, как и анимации при подключении. Полноценный мультипоинт до 2 устройств на борту. Работает он корректно. Летим дальше. Емкость аккумулятора наушников 600 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа 10 минут. По моим тестам, Halo S30 могут отыграть с кодеком AAC на 75% громкости и выключенным ANC около 70 часов, а с ANC не больше 35 часов. Время автономной работы хватит большинству. 10 минут подзарядки в подобном сценарии использования дают около 3 часов прослушивания
музыки, автовыключение питания на борту, летим дальше. Bluetooth версии 5.4 из кодеков на борту AAC и SBC, через две стены наушники от смартфона не отваливаются, с включенной функцией низкой задержки просматривать видео на YouTube можно без проблем, как и играть в игры. Но напоминаю, что можно подключить наушники по кабелю, и задержка будет минимальная. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением отрабатывают достойно, перегруз есть, но небольшой. Примеры встроенных микрофонов, а также внешнего микрофона вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов наушников Halo S30. И вот так они будут работать у вас для встроенного микрофона. Опять же, еще есть внешний в комплекте. Разумеется, встроенный микрофон будет работать намного хуже, чем внешний. Но это, опять же, все относительно. Насколько хорошо или плохо решать, как всегда, вам. В целом, повторяюсь, что микро самого смартфона за счет того, что у вас всегда источник звука рядом с приемником, чаще всего лучше. Ну и теперь пример работы внешнего микрофона в комплекте Halo S30. Я думаю, что вы прекрасно слышите разницу и насколько хорошо они отрабатывают, решать, как всегда, вам. Вообще, идея интересная, в принципе. Главное, что они куда-то двигаются, эти Halo, и возможно, вам этого микрофона будет достаточно. Halo S30 подключается к приложению Halo Sound. В приложении есть три основные вкладки для настроек наушников. Это основная, где можно включить ANC, обычный режим, функция прозрачности и режим низкой задержки. Вторая вкладка Sound предназначена для настройки звука, выбрав один из 6 эквалайзеров, но кастомного эквалайзера нету. В последней вкладке можно обновить прошивку, которая мне еще не прилетала, надеюсь, прилетит, а также воспользоваться поиском наушников. Звучание. Запас громкости хороший, звучание неплохо сбалансированное, бас ощутимый, но его немного, за что плюс. Для тех, кому будет мало стокового баса, напомню, что есть режим усиления басов. Середина имеет хорошую проработку, высокие звучат достаточно выразительно, инструментал различим, вокал как мужской, так и женский звучит приятно. В целом, учитывая стоимость, S30 хороши в плане звука и подойдут они для электронной музыки, современной музыки и не только. Звучание становится лучше, но не сказал бы, что прям заметно, если использовать по проводу. В любом случае, то, что есть возможность использовать S30 по кабелю, это огромнейший плюс. Ко всему, наушники работают по кабелю в выключенном состоянии. Далее, минусы. В приложении нет трех режимов ANC, о которых упоминается в рекламе, но, скорее всего, они имели в виду режим ANC, функцию прозрачности и обычный режим. Собрана данная модель, учитывая стоимость, все-таки не лучшим образом. Нет датчиков автопаузы и в комплекте нет мешочка или кейса для переноски. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Резюмирую, Halo S30 имеют неплохой дизайн, удобное управление, поддержку приложения, достойный звук, хорошее время автономной работы и все это за небольшую стоимость. Сейчас цена на них поднялась, но за ту стоимость, за которую я их приобрел, это отличные полноразмерные наушники, которые подойдут как для взрослых, так и для подростков. Подписывайтесь на канал с колоколом, от меня девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья!